Я до последнего не верила, что я это произнесу. У нас получилось. В мае я поделилась с вами идеей о создании большой, совместной с моими зрителями работы «Травника», и более 200 человек тогда поддержали эту идею. Суть заключалась в том, что я хотела создать большую книгу с иллюстрациями моих зрителей. И чтобы лучше понять, что к чему, лучше посмотреть видео, которое будет в подсказке, я оставлю ссылку в описании. Видео о том, как это все начиналось. Желающие участвовать выставляли свои работы в Инстаграме, и так я отобрала 17 участников. Я смотрела исключительно на работы, и если мне нравилось, смотрела профили, чтобы убедиться в том, что это люди действительно рисующие, потому что были случаи, где я сомневалась, действительно ли это работа того человека, который ее выставил. Дальше я создала диалог со всеми участниками ВКонтакте и стала собирать им конверты. Это заняло довольно много времени, в частности, потому что мне нужно было закофеварить все листы. Да, в общей сложности я закофеварила 44 листа А4, плюс несколько не получившихся. Дальше надо было составить тексты про все растения и распечатать. Фишка заключалась в том, что я планировала сшивать листы и вкладывать их друг в друга по 4 штуки, поэтому мне нельзя было просто пустить все по алфавиту, а нужно было грамотно распределить, где будет, на каком листе, в какой стороне будет находиться изображение и где мне нужно печатать текст. Я сделала себе схему-разверстку того, на каком листе, с какой стороны, что должно находиться, чтобы потом при сшивании все было по порядку. И на этом же листе я распределила рисунки между участниками. У каждого человека было по 4 иллюстрации, и некоторые взяли дополнительно еще по 2. В общем, в итоге я постепенно это все кофеварила, печатала и отправляла. Мне было важно, чтобы ребята не чувствовали, что я просто использую их труд, что они тупо работают на меня. Поэтому я хотела, чтобы они тоже окунулись в эту атмосферу, чтобы для них все было красиво, и чтобы они действительно чувствовали себя участниками проекта. Поэтому каждому в конверт я вкладывала маленькую записочку и всякие приятные мелочи. И когда конверты дошли по адресам, мои феи и эльфы взялись за работу, неподвластную мне. Мне оставалось только ждать. Ну нет, ладно, на самом деле я тоже нарисовала несколько иллюстраций, но мне дается это очень непросто. И когда уже почти все письма вернулись ко мне, я зашла в Инстаграм. Если честно, не помню зачем, но я хотела посмотреть, кто отправлял свои заявки на участие в «Травнике», и увидела вот эту работу. И подумала, почему я не взяла эту девочку в «Травник?» И взяла. Итого было 18 участников. 18 конвертов я открывала с замиранием сердца и ликованием при виде иллюстраций. И только когда все работы вернулись ко мне, я увидела общий объем страниц, потому что я печатала и отправляла постепенно их. Дальше вновь ответственность за все это переложилась на меня, ведь все страницы нужно было оформить в сам «Травник». Еще летом я принесла из леса с поваленного дерева вот такой кусок коры. Пока он сох, я покрасила картон в золотой цвет, на случай, если он будет просвечивать, и потом приклеила его на кору. И я тогда думала, что это обеспечит прочность. Плюс мне помогло это скрепить 2 части коры. Дальше я стала вырезать ровную форму, и знаете, даже если кора кажется дряхлой, при высыхании она может быть ого-го какой прочной.
И чтобы она не осыпалась и не обламывалась сверху, я покрыла ее клеем ПВА. Все-таки он в данном случае выполнит защитную функцию лучше, чем лак. Дальше нужно было сделать заголовок на обложке. Я хотела блестящие золотые буквы, и я своего добилась. Для надписи я использовала один из своих любимых шрифтов, и каким-то образом мне нужно было сделать объемную форму этих букв. Я стала пытаться вылепить это, но это не увенчалось успехом. Тогда я вырезала все буквы и раскатала пласт полимерной глины. Ни пастомашины, ни акриловой скалки для глины у меня не было, поэтому я пользовалась подручными способами. В итоге кое-как раскатала пласт и положила бумажку сверху, а затем вокруг стала продавливать бумагу стеком. Не спрашивайте, каким образом мне пришло это в голову, я не знаю. Так я сделала себе контур букв. Буква К, правда, не поместилась, поэтому я сделала ее отдельно. И прям так и запекла. Мне не хотелось повредить буквы, потому что я с ними и так уже довольно намучилась, пока пыталась вылепить. Поэтому я стала окончательно их вырезать только после запекания. А дальше, по технике из видео про желудь, я стала покрывать буквы гель-топом и сушить их. И потом из этих глянцевых букв я отлила силиконовую форму. Да, я конкретно так заморочилась над буквами, но зато у меня получилось то, что я хотела. Заливать форму я буду, как вы уже догадались, наверное, эпоксидной смолой. Я решила ее не окрашивать, а замешать в нее большое количество крупных и мелких золотых блесток. Это тот случай, когда результат совпал с ожиданиями. Волшебные золотые буквы, как и хотела. С помощью трафарета я стала пытаться их приклеивать, но держались они хлюпенько, а выпиливать под них углубления в коре было слишком опасно. При этом, планируя дизайн обложки, я думала о том, чтобы сделать вокруг букв такую прямоугольную рамочку, но так и не придумала, каким образом мне ее сделать, чтобы это красиво смотрелось. И вот эта проблема того, что буквы плохо приклеились, натолкнула меня на новую мысль. Я вспомнила про мох от пня. Я стала обклеивать мхом буквы, и хорошо было то, что, так как я сажала его на горячий клей, я могла залить клей и под буквы, в щели коры, и просунуть под них немного мха, таким образом создавая подушку под буквы, и они стали держаться очень крепко. И еще я приклеила немного мха в разных частях коры. И сухой кистью прошлась золотой краской по выступающим частям коры, чтобы подсветить их. Больше золотого и больше волшебности. Все то же самое, то есть клей и выпиливание, я сделала и с еще одним куском коры с того же дерева. Дальше вставал вопрос того, как скрепить эти две здоровенные коры между собой. Я думала сделать корешок из кожзаменителя, но мне нужен был прочный каркас под корешок, чтобы эта кора не смяла мне ничего, когда я ее открывала бы и закрывала. Тут я вспомнила, что как-то друг мне скидывал фотографию деревянных блокнотов, где у них обложка и корешок деревянный, и меня это тогда так впечатлило, как так они сгибаются, что я это очень хорошо запомнила и вспомнила в нужный момент.
И просто магическим образом я нашла в интернете файл для того, чтобы сделать такой блокнот, и мастерская To Be Go помогла мне с тем, чтобы вырезать это все из фанеры, и спасибо им за это огромное. Лазерная резка — это вообще еще одна очень интересная возможность для творчества, поэтому я думаю, что я сделаю про это отдельное видео, особенно учитывая, какими творческими оказались основатели этой мастерской. И вот я держу в руках лист фанеры, который сгибается. Представляете, сгибается. Я пока не взяла в руки, я не верила, что это будет возможно. Я покрасила ту часть, которая будет выступать морилкой. Я просто очень люблю ее цвет и эффект, который она дает. И пока это все сохло, я взялась за листы. Прежде чем их сшивать, я решила задекорировать штампами первый лист. На случай, если что-то пойдет не так, чтобы можно было все-таки переделать его. Штампы — это шикарная вещь. Вот в общей сложности все листы, я вам это уже показывала, и мне надо было разделить их по 4 штуки по моей схеме. И затем я стала сшивать все эти стопочки листов. И далее мне надо было сшить их все вместе. Для этого я взяла кусок кожезаменителя, правда он, к сожалению, был чуть меньше того размера, который был мне нужен. И стала пришивать свои стопочки к нему очень близко друг к другу. Вот таким образом. Думаю, что видео о том, как сшивать листы, я тоже сделаю отдельное. Затем я вклеила листы на кожзаме в деревянную основу. И после всего этого, наконец, можно было собрать все вместе. Листы и обложку. Только это надо было сделать очень внимательно, чтобы никакая часть коры не мешала травнику открываться. Поэтому я сначала приклеила переднюю часть обложки, а затем заднюю. Единственная проблема была в толщине этого бутерброда, даже скорее в здоровенных щелях. Тут мне на помощь пришла эпоксидка моего детства, гипс с ПВА. Кстати, из этого тоже можно было бы сделать, попробовать сейчас у Краше, слишком много планов. Я смешала гипс с ПВА 1 к 1, и этой смесью замазала все щели в обложке. А когда все это высохло, покрасила краской. И, можно сказать, готово. Но я решила еще немного задекорировать сами развороты. Работа над этим травником оказалась и весьма познавательной. Изначально список растений для травника я копировала из группы «Обитель лесной ведьмы». Напомню, никакой ведьмой я себя не считаю, и мне просто нравится вся эта атмосфера. И вот я печатаю страницы, дохожу до буквы «М», смотрю «Мандрагора». Думаю, ну окей, помимо настоящих растений будут еще и мистические. В итоге оказывается, что такое растение действительно существует в природе. А я думала, это все выдумки тетушки Роулинг. С лобазником тоже была заминка. Я в списке растений написала и лобазник, и таволгу. А это оказалось одно и то же. А душица, тоже ведь наверняка слышали это слово. А то, что она есть почти в каждом доме, знали? Просто мы называем ее орегано, а ведь в русском языке есть такое красивое слово. С первоцветом и примулой тоже были сложности. По сути, первоцвет — это и есть примула. Но в русском языке примулой называют и другое растение, совершенно другое.
И я составляла тексты по схеме немного общей информации, где растет, как заготавливать и зачем. И мне нравилось, если найду, добавлять какие-то мифические истории или даже магические свойства, пусть даже никогда я ими не воспользуюсь. И перечитав все эти тексты при составлении, пересмотрев все эти картинки цветов, потому что я же давала картинки-образцы участникам, чтобы не было путаницы, я словно открыла для себя новый мир. Я стала по-другому... Да нет же, я просто стала смотреть. Именно смотреть на растения летом. Сколько богатства и какое его разнообразие находится вокруг нас. Этот проект показал еще одну очень важную вещь. Творчество не имеет ни границ, ни пола, ни возраста. Я почти случайным образом собрала вместе 18 человек от 12 до 27 лет из 18 городов, с разных концов России, из Украины, Беларуси и Киргизии. Я выражаю огромную благодарность всем участникам и тем, кто поддержал этот проект, выставляя свои работы. В моем инстаграме вы найдете еще больше фотографий травника, и также я призываю вас поддержать подпиской моих иллюстраторов, без которых не было бы этого травника. И да, в будущем я планирую еще один подобный проект, где принять участие сможет уже намного больше человек. Надеюсь, этим видео я смогла вас вдохновить. Я вас вот так вот люблю. Пока.